Все началось с мечты застройщика и социолога Ната Мендельсона. Построить город, который станет конкурентом мегаполису, конкурентом Лос-Анджелесу. И название для своего города выбрал он очень пафосное. Калифорния-Сити. Земля солнца. В 50-х годах прошлого века он купил здесь, в пустыне Мохаве, 80 тысяч акров, 300 квадратных километров земли. Этого хватило бы для 400, по его задумке, для 400 тысяч жителей. И город, который был официально основан в 1958 году, стал третьим по площади в штате. Наверное, главной ошибкой Мендельсона было то, что он решил построить весь город сразу, а не частями, как прибывают люди. Он не нашел для этого нужного количества инвесторов. Своих денег ему не хватало, стройка остановилась. И крысы, жители этого города, побежали с корабля. И побежали они в суды. Реклама нас обманула! Верните наши доллары! Денежки наши верните! Вот это был главный посыл того, с чем они пошли в суды. И знаете что? Да, справедливость восторжествовала. Им все вернули до цента. А ведь могли бы жить в таком прекрасном доме. Чем не хоромы? 2 или 3 бедрум. Ну, уютненько. И я думаю, десятки местных тинейджеров, которые приезжают сюда громить, рисовать, бить стекла. Да, чем занимается тинейджер, да? Все мы по фильмам знаем. Приехали на заброшку, пьют, курят, обнимаются. Что мне нравится в проекте, так это то, что у каждой семьи был бы достаточно большой участок. Да, это один дом, а вот там второй. И то есть тут мне бы хватило места и для парковки 2 машин, для зоны барбекю. Бассейн бы я не стал вырывать. Сейчас Калифорния-Сити вот такой маленький городок, в котором живут всего 14, уже почти 15 тысяч человек. Сюда приедет даже не каждый 100-тысячный турист из Лос-Анджелеса. Потому что, во-первых, почти 100 миль, а во-вторых, из достопримечательностей тут что? Центральный парк, автобусный маршрут, что-то еще третье было. Может быть, да, вот холмы, кататься на байках. Аэропорт. Нет, да, насколько бы он маленьким ни был, тут аэропорт. Но город живет, и я не скажу, что процветает. Хотя вот 300 человек за последние 5 лет тут в плюсе. Но благодаря чему живет город? Как вы думаете, да? Я знаю. Живет он благодаря тюрьме. Чтобы город совсем не пропал, тут построили тюрьму на 2500 заключенных. Пошли! Какой город, такой и парк. Достопримечательность, да? Одна из 3, закрыта. Да как будто это мусорка. Ты посмотри, столько всего валяется, как и все, что начал тут Нат Мендельсон. Выглядит красиво. Площадь. Тут, наверное, даже как амфитеатр был, чтобы постановки ставить. Заключенным, конечно же, этот парк не нужен. У них своя зона для прогулок. И то, я думаю, эта зона для прогулок выглядит куда чище, чем это. Обидно, потому что место, в принципе, перспективное. С нынешними технологиями, что тут вода очень неглубоко, ее легко добыть. Солнечная энергетика, ветровая энергетика обеспечит этот город энергией. Это то, что нужно. Если бы сейчас нашелся Нат Мендельсон,
Может быть, из этого города конкурент Лос-Анджелесу никогда. Но что-то достойное больше, чем тюрьма на 2500 заключенных, тут можно было бы сделать. Сейчас это очень дорого, и никто этим не займется. И город, да, я не знаю, 10-20 лет. Калифорния наша стремится, чтобы заключенных было меньше. Я думаю, скоро эти 2500 человек, которые тут сидят, да, 500 осядут здесь, а 2000 уедут. Мы нашли ее. Вот, тюрьма Калифорния-Сити. Сейчас ее используют, в актуальной повестке агенты ICE. В настоящий момент это детеншн для нелегальных мигрантов. Тихо, спокойно, ветрено. Тишина такая. Спокойно, блин, как же тут спокойно? Не то, что... Точка, где заканчивается цивилизация, в Калифорния-Сити. Все. Здесь сзади, передо мной, сзади оператора Наташеньки, то, что построено, дома есть. А вот там вот, то, что разметили, возможно, даже провели коммуникации, но ничего не построили, потому что все, желающие кончились.